прошлой серии «Бедной Насти». Я возьму на себя вину за фальшивые деньги. А взамен? Вы сохраните тайну моего двоеженства. Я готов заявить, что Лона Агнема Алексеевна не фальшивый денег. Дозвольте жениться, барин. Да. Кто моя мать? Кто мой батюшка? Говори, где моя Настя? Сейчас еще рано. Ближе к вечеру я приду и выведу тебя из дворца. Ты думаешь, это возможно? Ведь меня везде ищут. Искали всю ночь и все утро. Не нашли. Выходит, ты уже убежала. Так ведь? Не станет же Ольга Калиновская сидеть в опасном для нее месте, дожидаясь, пока ее поймают. А мне все равно, где сидеть. Лишь бы рядом с тобой. Я готова остаться в этом подвале на всю жизнь. Только если ты будешь заходить ко мне каждый день. Это такое счастье. Видеть тебя. Остаться на всю жизнь в подвале Петропавловской крепости ты не хочешь? Нам очень повезет, если тебя не арестуют. Не волнуйся, я что-нибудь придумаю. Благодарю вас, принцесса, за то, что вы согласились принять меня так скоро. Честно говоря, я даже не ожидала. Ну что вы, я хочу с вами дружить. Ваше расположение – большая честь для меня. И мне тем более стыдно, что я… Что такое? Что я хочу им воспользоваться. У вас что-то случилось? Да. Барон Корф. Он арестован. И мне больше не к кому обратиться за помощью, кроме вас. Я понимаю. Я попробую. Я не понимаю, Лиза. Кто тебе дороже? Родной отец или какой-то цыган? Ой, да пока вы будете искать улики против Заболоева, Карл Модестович может передумать. Или еще что случится. И мы потеряем его как единственного свидетеля в папинкином деле. Нам нельзя рисковать. Мы ничем не рискуем, если доверимся Михаилу. Он не раз выручал меня. К тому же, неужели все так бесчувственны? И смерть человека вас не ужасает? Лиза права. Нельзя думать только о себе и о своем благополучии. Действуйте, Михаил. Я полагаюсь на вас. Благодарю вас, Петр Михайлович. Успокойся, Марфа, успокойся. Что ты смотришь, как волчица? Волчица, у которой отняли детеныша. Говори, что случилось с моим ребенком. Ты сама знаешь. Зачем же ты спрашиваешь? Здорова ли ты, Марфа? Да ты вся горишь. Сядь, я тебе травы заварю. Вот уж не думала, что ты когда-нибудь вернешься в наши края. С тех пор, как ты исчезла, Марфа. Хватит болтать. Говори, где моя дочь. Мне не жаль, что огонь, закипевший в крови, мое сердце сжигал и томил. Но мне жаль, что когда-то я жил без любви. Но мне жаль, что я мало любил.
Дай посмотреть. Не трогай. Отойди от меня, ведьма. Дай рассмотреть. Поближе. Зачем? Достаточно того, что я его узнала. Почему ты не сделала, как я тебя просила? Это не тот перстень. Тот самый. Тот самый перстень. Ты обещала мне схоронить его вместе с девочкой. Почему же он не в земле? Я положила. Куда? Куда ты его положила? Говори мне правду, змея подколодная! Это не тот перстень. Если он не в земле, значит, и девочка моя не в могиле. Значит, мой ребенок жив. Вот тебе-то мне и нужно. С чего это вдруг? Письмо тебе из Петербурга. От барона Корфа. Варвара сказала, велено лично передать. Побег нашей крепостной Полины Пеньковой в Петербург, произошедший по причине вашего безответственного отношения к своим обязанностям и нерадения за нашу собственность. Посему, милостивый государь, даю вам день сроку, дабы вы могли собраться. А по истечении оного прошу покинуть поместье, ибо, вернувшись, видеть вас там не желаю. Хорошие новости? Лучше не бывает. Так поделись, я с тобой порадуюсь. Да вот, писал я на днях барину, что хочу должность оставить. Вот, отвечает, что как ему не тяжело со мной расставаться, но удерживать меня более не смеет. Уволил, стало быть. Счастье-то какое. Так я тебя на радостях расцелую. Отстань от меня. Я умоляю вас, Ваше Величество, отпустите барона Корфа. Его арестовали вчера на маскараде. Я знаю. Это сделано с моего ведома. Но он не виноват. Откуда вы знаете? Мне сказала актриса, которая вчера очень хорошо пела, помните? Она выросла в доме Корфа. Дорогое дитя, вам не следует вмешиваться в дела, о которых вы не имеете понятия. И тем более вам не следует позволять случайным знакомым использовать свое высокое положение. Ваше Величество, я уверяю вас, что я знаю больше, чем вы думаете. Вот как? Ну, тогда, быть может, вы знаете, что барон Корф арестован за то, что помогал Ольге Калиновской увидеться с Александром. Поймите, Мари, в данном случае я защищаю ваши же интересы. Я знаю, за что арестован барон Корф. Как благородный человек, он не мог выдать полиции женщину, которая попросила у него убежище. Но и позволить ей встретиться с наследником он тоже не мог. Он при первой возможности хотел отправить ее в Польшу, но она же сбежала. Вы
Представляете, на что способна влюбленная женщина? Мари, вам кажется, жаль ее. Я понимаю ее чувства. Если бы меня разлучили с Александром насильно, я... Мари, еще мгновение, и вы заставите меня прослезиться от сочувствия к ней. Уверяю вас, эта интриганка не стоит вашего внимания. Ваше Величество, меня не беспокоит Ольга. Я уверена в чувствах Александра. Меня беспокоит судьба барона Корфа. Он не первый раз попадает в немилость из-за этой женщины. Ему следовало бы ее ненавидеть. Ваше Величество, я умоляю вас, отпустите его. Я никогда ни о чем вас не просила. Мари, прошу вас. Я ничего не понимаю, вы чудесный человек, но если вы будете все так близко принимать к сердцу, вам не хватит времени на собственную жизнь. Что вам этот барон Корф? Сколько еще к вам будут обращаться с подобными просьбами? Неужели слезы актрисы, пусть даже и талантливой, способны... Ваше Величество, эта актриса для меня не случайный человек. Она мне помогла, и я хочу ее отблагодарить. Я умоляю вас. Повторяю еще раз. Я не видел Ольгу Калиновскую с тех пор, как она покинула Россию. Более того, воспоминания о ней не доставляют мне ни малейшего удовольствия. Вы знаете, какие неприятности я имел из-за этой женщины. Знаю. Да, знаю. И тем более странно, что эта женщина, виновница стольких бед, живет в вашем доме. Женщину, остановившуюся в моем доме, зовут Елена Болотова. Барон, да за кого вы меня принимаете в конце-то концов? Мы с вами оба знаем, что Болотова и Калиновская – это одно и то же лицо. У вас неверные сведения. Ошибки допускает даже тайная полиция. Так, я устал от вашего упрямства, господин барон. Женщина, которая гостит в вашем доме, по описаниям слишком похожа на Ольгу Калиновскую. Это подтвердила ваша служанка. Моя служанка Калиновскую никогда не видела. Тем не менее, описывает ее очень живо. Испуганная девушка под вашим натиском могла сказать что угодно. Сожалею, но ничем помочь вам не могу. Напрасно вы так, Владимир Иванович. Напрасно. Неужели вы вправду считаете себя настолько неуязвимым? Ну, предположим, за себя вы не боитесь. Хорошо. Но ведь в вашем доме есть еще одна особа, которая тоже может быть замешана. Думаю, пора привлечь ее. Ты соврала мне. Соврала, подлая. Откуда у тебя это кольцо? От проходимца, который был готов продать его любому, кто предложит большую цену. Как перстень попал к нему? Да он его украл. Украл? Как? Из могилы вытащил? Вытащил из могилы моей дочери, да? Нет. Это сначала ты украла, а потом уже он. Нет. Нет, Марфа, это не так. Это не так. А я тебе верила. Боже мой. Как я тебе верила.
Подожди, Марфа. Теперь вижу, нет веры никому. Подожди, Марфа, послушай. Да не нужны мне твои лживые речи. Да пойми ты, я мать. Я должна знать, где моя дочь. И Петр должен знать. Так тебе не ребенок нужен. Ты Петра хочешь вернуть? Барин, радость-то какая! Владимир Иванович Модестыча уволил. Вот счастье-то. Пойду Варваре расскажу. Вот ведь, когда узнаешь, как тебя по-настоящему любят. Сочувствую вам, Карл Модестович. Да нет, я, собственно, сам собирался. Всему, знаете ли, предел есть. Можно ли служить при таком недоверии? Это оскорбляет. Я был хотел предложить вам похлопотать за вас перед Владимиром. Раз уж вы сами. Ой, не темните ваше сиятельство. Я скорее поверю, что лето на дворе, чем в ваше ко мне расположение. Есть у меня к вам одно дело, но если бы я мог обратиться к кому-нибудь другому, говорите, к вам бы не подошел. Говорите, что надо. Только учтите, помогать вам только ради возвращения к Корфу я не стану. Я и не надеялся. Я заплачу. Ой. Не нравится мне ваша сговорчивость, Михаил Александрович. Того и гляди, в неприятности втянете. Неприятности у вас по горло. Я, напротив, хотел вас от них избавить. Говорила кошка мышке. Карл Модестович, это вы-то мышка? Да. Петр всю жизнь был для тебя единственным светом в окошке. Ты для него, а все готово, лишь бы вернуть его. Так? Так. О себе думаешь? А ты о нем позаботься. Ему ли с тобой лучше будет? Он запутался и сам не знает, что ему нужно. А когда он узнает о нашей девочке, сразу поймет, где его счастье. Ты успокойся. Успокойся. Вместе подумаем, как твоему горю помочь. Мне твоя помощь не нужна. Марфа, поверь мне. Поверь. Я тебе уже один раз поверила, а ты мне солгала. Теперь, когда я нашла через столько лет это кольцо, я знаю, что наша дочь жива. Марфа. Ты знаешь, мне терять нечего. Ты отсюда не выйдешь, пока правды не скажешь. Или я тебя убью. Неужели госпожа Болотова вовсе не госпожа Болотова? Да нет, этого не может быть. Вы потрясены. Я понимаю. Но это так. И барон Корф об этом знал. Да нет, что вы. Барон Корф никогда не позволил бы принять у себя в доме человека, которому запрещен въезд в Россию.
Дорогая моя, вы слишком наивны и доверчивы. Ну, вспомните, как вел себя барон Корф со своей гостьей. Какие отношения их связывали? Мне казалось, романтические. Посудите сами, ну как же? Зачем же барону Корфу нужно было сделать так, чтобы мадам Болотова встретилась с цесаревичем? Ведь он сам имел на нее виды. Связь, да. Что ж, я этого не исключаю. Ведь барон Корф дрался из-за нее на дуэли. Знаете, барон Корф, по-моему, принадлежит к тем мужчинам, которые легко играют чувствами, удовлетворяя свое самолюбие. Возможно, и вашу привязанность к нему он тоже умело использовал. А вы не догадывались, что происходит на самом деле? А что же происходило на самом деле? А на самом деле он помогал польской шпионке. Боже мой, а зачем ему это нужно? Ну, во-первых, он лишен воинского чина. Нет, что вы. Владимир, как и его отец, предан императору. Ой, мне и самому не хочется верить, если честно, что Корф замешан в политических интригах. Ну так вот и помогите мне в этом убедиться. Я? Ну да. Поговорите с ним. Поиграйте. Отплатите ему тоже монетой. Заставьте его проговориться. Признаться. У вас получится. Я уверен. Вот и вы, ваше высочество. Все вас ищут, все вас ждут. Куда вы запропастились? Ваше Величество. Ваше Высочество. Я опять дал повод для упрека. Ну что вы? Просто мы очень волновались. Вы исчезли с бала, который мы устроили в честь вашей невесты. Куда? Это допрос? Считайте, что так. Ну, наконец-то, Андрей Платонович, я уж не знал, что и думать. То ли моя записка до вас не дошла, то ли решили бросить в беде старого друга. Что за спешка? Что случилось? Давеча получил письмо от барона. Так вот, Корф меня уволил. Удивляюсь, что он раньше этого не сделал. Что же вы такое учинили, что даже он не выдержал? Не усмотрел за одной крепостной, Полиной. Да? Да. А она сбежала и отправилась в Петербург. Да не куда-нибудь, а прямо в его особняк, дура. Ну, это, как я понимаю, только предлог. Так сказать, последняя капля. Но... вот чего я решительно не понимаю, дорогой Карл Модестович. Что это вам в голову взбрело, что ваше увольнение должно меня взволновать? Как же-с? Я ведь свидетельствовал в вашу пользу. И что с того? А то, что вместо вас на каторгу теперь пойдет князь Петр Долгорукий. Хотите изменить показания? Но тогда придется отвечать за обман следствия. Есть и другой способ поправить мои дела. А я здесь при чем? Князь Репнин обещал походатайствовать за меня перед Корфом, если я смогу заставить вас признаться в убийстве цыгана. Андрей Платонович, так
так ли уж пусто у вас в карманах? Может, наскребете что-нибудь? Денег нет. Нет. Ну что ж, тогда у нас разные дороги. Мне к Репнину, а вам на каторгу. Постой! Откуда ж ты на мою голову взялся? Черт! Осторожно, Андрей Платоныч. Я понимаю, вам человека убить, что воды напиться. Только учтите, я Марфе сказал, что к вам на свидание направился. Так что в случае чего... В случае чего? В случае чего? Не убивал я цыгана, не убивал! Я не нарочно, я нечаянно его убил! Ну, то есть нож был у меня, а он как-то споткнулся вот здесь и на меня, и на нож. Ну, несчастный случай вышел. Несчастный случай. Мне разрешили повидаться с вами. Я очень рад вас видеть. Но лучше, если бы это произошло в другой обстановке. На что это за ужасная женщина? Она обвела вас вокруг пальца. Ну, скажите же мне, скажите мне, Владимир, только честно. Ведь вы же ничего не знали, кто она на самом деле. Анна, неужели они и вам заморочили голову? Ее зовут Елена Болотова. Владимир, вы ничего не знаете. Она польская шпионка. Анна, пожалуйста. Вы же в этом ничего не понимаете. Но я очень хочу помочь вам. Только не знаю как. Я вам очень признателен. Очень-очень. Ну-с, пора заканчивать. Вы, кажется, перепутали тюрьму с дешевым театром. Пожалуйста, пожалуйста, не будем беспокоиться заранее. Андрей Платонович и так окажется в тюрьме. Не за убийство, так за многоженство. Какая ты упрямая, Лиза. Ты только о себе думаешь, только принципы свои любишь. Не ссорьтесь, и без этого тяжко. Соня, не подливай масло в огонь. Ты же умница. А как тебе показалась Глафира Федоровна Забалуева? Как она? Она славная. Что? Да. И самое странное, что она, кажется, по-настоящему любит Забалуева. Оказывается, его можно любить. Не представляю себе такую женщину. Да, любовь зла. Полюбишь и Забалуева. Откуда она появилась? Ведь никто ничего о ней не знал. Забалуев хитрый человек, умеет обделать свои делишки. Она ведь и о нас тоже ничего не знала. Живет себе в полной уверенности, что муж ее добропорядочный человек и трудолюбивый чиновник, замученный долгими служебными поездками. Далеко она живет? В сутках езды отсюда. Вы с Репниным? Лиза, где ты была всю ночь? В дороге. Все. Я больше не хочу говорить о Забалуеве. Я больше не хочу о нем думать. И что я здесь сижу? А что ты можешь сделать сейчас, Лиза? Я пойду в церковь к отцу Павлу и выясню, как скоро я могу рассчитывать на расторжение брака при сложившихся ситуациях. Соня, иди за ней. Она заговаривается и вообще не в себе. Маменька права. Она может совершить все, что угодно. Вчерашнее известие о появлении Калиновской в Петербурге взволновало и опечалило меня. Я вычеркнул эту женщину из своего сердца и рассчитывал, что она поступит так же. Ее настойчивость раздражает и вызывает жалость. Похвально, похвально.
Вот и принцессе Марии жаль ее. Что же нам теперь делать? Вы спрашивали, где я был? Я позволил себе побродить в одиночестве. Это единственное оправдание моего отсутствия. Я рад. Мне не нужна эта женщина. Я хочу, чтобы она как можно быстрее покинула Петербург. Александр, посмотрите мне в глаза. Охрана искала ее по всему дворцу. Вы, вероятно, пытались найти ее первым. Я не хочу ее видеть. Мне кажется, Ваше Величество, что если ее не нашли, она уже не во дворце, невозможно здесь спрятаться без чьей-либо помощи. Конечно, Мари, конечно. Если только это не помощь. Быть может, вам угодно осмотреть мою комнату? И здесь ее еще не искали. Я вам верю. Вы правы. Здесь ее уже нет. Но надо искать. Я отдам приказ искать ее в городе. Отец, ну если она мне не нужна, зачем ее вообще искать? Александр. Знаете, что бы ни случилось, я всегда буду на вашей стороне и никому ничего не скажу. Мария, пожалуйста. Откройте мне тайну. Вы не виделись с Ольгой и не знаете, где она. Помните наш разговор на балу? Наша любовь зависит от умения доверять. Пожалуйста, не задавайте мне таких вопросов. Хорошо. Поверьте, я не хочу причинять вам страдания. Мне жаль, что наш последний разговор перед вашим отъездом получился такой печальный. У нас есть время все обдумать. Я буду вам писать. Часто-часто. В моем сердце нет места другой женщине. Мне нужны вы. И только вы. Вы зря старались, сударыня.
Легковерных зрителей здесь нет. Применяйте свои таланты в другом месте. Я не понимаю, о чем вы говорите. Не понимаете? Мне кажется, что вы тоже замешаны в этом заговоре и пытаетесь выгородить своего сообщника. Сколько заплатила вам эта Калиновская? Вы не имеете права так говорить. Анна тут совершенно ни при чем. А кто при чем? Расскажите, наконец, мне все как есть, барон. И тогда это прелестное создание, быть может, избежит тюрьмы. У меня гостила Елена Болотова. Анна с ней почти не знакома, и я настаиваю. Барон, вам не кажется, что мы все время ходим по кругу? Я жду от вас совершенно других слов. Или придется задержать Анну Платонову. Государь отменяет ваш арест. То есть? Мы свободны? Именно так. Значит, государю стали известны факты, подтверждающие мою невиновность. Идите, вас проводят. Идите. А что? Может быть, это все и к лучшему. Так он быстрее приведет нас к Калиновской. Займитесь этим. Хорошо. Я скажу тебе правду. Я не похоронила кольцо вместе с ребенком, как обещала. Я оставила его себе. Зачем? Чтобы помнить. Тот ужасный день, когда ты корчилась в муках здесь, на этой лежанке. Как напоминание о том страшном дне и о моей вине. О том, что ты солгала мне, что ребенок родился мертвым, моя дочка. Нет. Нет. Говори. Это я погубила твоего ребенка. Что? Твоя девочка родилась здоровой. Боже. Помнишь, как тяжело и долго ты рожала? Я намучилась с тобой. А и ты извелась, бедная. Я уже не думала, что ты выживешь. Не помню, я в бреду была. Да, у тебя была горячка, ты металась. А у меня помощницы не было. Все надо было одной успеть. А потом ты ненадолго успокоилась, а мне надо было отойти хворосту набрать. Печка прогорала, а вода нужна была горячая. А девочка рядом с тобой лежала. Говори. А когда я вернулась, на полу нашла. Мертвая уже. И, видно, упала и головкой ударилась. Боже мой. Это я в горячке ее столкнула. Нет, 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 ты
беспамятстве была. Какой с тебя спрос? Это я виновата. Девочку твою не уберегла. Как я могла сказать? У меня язык не поворачивался. Поэтому и соврала. Что сразу мертвая родилась. Бедная Настенька твоя мертвая. Нет мне прощения. Младенец мужского рода. Крестная мать, крестный отец. Соня, как интересно. Тут, наверное, вся наша жизнь. Ты бы не трогала без спроса. Я только посмотрю. Вот. О моей проклятой свадьбе тоже есть. Ну ничего, скоро мы другую надпись сделаем. Тут, наверное, про меня есть, про мое крещение. А? Вот, нашла. Младенец женского пола наречена при крещении Софией. Дай посмотреть. Ой, правда. Значит, несколькими годами раньше я должна быть. Наверное, далеко перелистнула. Вернись обратно. Тут даты не те. Наверное, раньше. Смотри повнимательнее. Странно, нет. Да не может быть. Тебя же крестили в нашем приходе. Конечно, в нашем. Ерунда какая-то. Надо маменьку спросить. Соня, смотри. Что? Младенец женского пола родилась со мной в один день. А имя есть? Анастасия.